Привет, друзья! Как мы уже знаем, веб-дизайн умер. Поэтому сегодня мы поговорим про очень востребованную и высокооплачиваемую профессию, которая пришла ему на смену. Называется она UX-дизайн или сервисный дизайн. Как эти дизайнеры нового типа помогают компаниям зарабатывать на нас больше и в том числе продавать нам онлайн-курсы. На какие уловки они идут и как даже опытный пользователь может на них купиться. Также это видео будет полезно будущим UX-дизайнерам, ведь я расскажу о практических задачах, с которыми придется столкнуться на работе. Это видео своего рода интенсив, курс по UX на примере онлайн-школы за 10 минут. Поехали! Профессия UX-дизайнер. Средняя зарплата UX-дизайнера от 100 тысяч рублей в месяц. При этом нередки и вакансии за 300 тысяч. Почему труд этого специалиста так ценен и чем UX-дизайнер отличается от классического веб-дизайнера? UX-дизайнер непосредственно приносит деньги бизнесу. Он занят не каким-то непонятным украшательством сайтов, а увеличением дохода компании. Прежде всего, UX-дизайнер нацелен на сглаживание пути пользователя к цели и на улучшение метрик. То есть больше скачиваний, больше регистраций, больше оставленных имейлов и телефонов и, конечно, больше покупок через сайты или приложения. Напомню, что сайты возникли как цифровой аналог желтых страниц. На первых сайтах просто описывалась услуга и давались контактные данные, телефон и адрес. Для покупки или оформления услуги пользователю все равно приходилось идти в офис, например, в банк или билетную кассу. Но с началом цифровой трансформации компании попытались оптимизировать свою работу, снизив нагрузку на свои офисы. Теперь пользователи все покупают и оформляют самостоятельно через сайты или приложения, не обращаясь к специалистам. Для этого даже убрали номера телефонов. Даже если ты какой-то найдешь, по нему скорее всего ответит робот. Всю эту систему продумывает UX-дизайнер. С одной стороны, он убирает телефон компании со страницы сайта, а с другой обязательно попытается собрать персональные данные пользователей. Для чего это нужно, мы поговорим немного позже, на конкретных примерах. Начнем по порядку. UX на примере лендинга Skillbox. Посмотрим на самый недорогой курс по UX-дизайну от Skillbox. Он называется UX-дизайнер с нуля до про. И попробуем понять, как UX-дизайнеры делают настоящие продающие страницы. У Skillbox они просто великолепны, ведь один из основателей этих курсов, Сергей Попков, также владеет топовой студией UX-дизайна AIS, и, конечно, лендинги у них сверхпрофессиональные. Как известно, задача любого продавца – преувеличить пользу от продукта, в том числе и за счет эмоций, и одновременно уменьшить боль от цены. Первое, что мы видим на лендинге, это скидка в 40% до 31 октября. Мы еще даже не знаем цену, но уже есть скидка и ограничения по времени. Скажу по секрету, во всех школах всегда на все курсы постоянно действует скидка на 40%. Это уже прям по умолчанию. И, наверное, уже многие пользователи об этом знают. И везде писать про эту скидку выглядит немного глупо. Некоторые ребята, увидев такую огромную скидку, могут что-то заподозрить. Например, что сам курс не очень высокого качества, или что его никто не покупает и компания отчаянно нуждается в деньгах. На первый взгляд вопрос спорный, стоит ли сразу заявлять о такой большой скидке. Но UX-дизайнер никогда не основывается на своем мнении, а только предлагает гипотезу и проверяет ее. В данном случае UX-дизайнеры проанализировали наличие и отсутствие скидок, а также их размер и увидели, что со скидкой в 40% больше посетителей сайта покупает курс. Я сам купился в свое время на эту скидку. Весь секрет в том, что скидка не действует сама по себе, а является одним из факторов при принятии решения. Моя история. В прошлом году я много путешествовал и много тратил, а количество заказов сократилось, и я стал искать новую работу. И первый раз попал на полноценное собеседование с HR-менеджерами. И первый же вопрос: кто я, UI-дизайнер или UX, поставил меня в тупик. Я растерялся, ведь в России по многим причинам эти две профессии не разделяют. UI – это такое небольшое дополнение к UX. Я решил к своему 10-летнему практическому опыту добавить теории. Ведь я занимался UX-дизайном, когда и термина такого не было. Я открыл курс Skillbox по UX-дизайну, и он оказался от студии AIS, лидера рынка. В оглавлении я увидел, что они расскажут и про аналитику, и про дизайн на основе данных. Короче, все сложилось. А тут еще и скидка. Скидки работают, и курс я купил в тот же день. Надеюсь, что со скидками понятно. А что же с пользой? Как увеличить пользу? Вы узнаете. Хорошее начало продающего текста. Тут не поспоришь. Они расскажут, а ты узнаешь. Дальше. Вы научитесь. Это уже спорное утверждение.
научатся далеко не все, а в конце прям мощно. Через 4 месяца вы сможете брать заказы и зарабатывать от 80 тысяч рублей. Обрати внимание, тут не написано 80 тысяч рублей в месяц. Начинающего дизайнера без опыта работы и реальных проектов в портфолио вряд ли возьмут на такую ставку, даже после курсов. Но на самом деле тебе и сейчас ничего не мешает разобраться в фигме, скопировать в нее крутые кейсы с Behance и посмотреть, как грамотно продавать на примере этого лендинга и начать зарабатывать уже сейчас. Я рекомендую подходить к поиску работы агрессивно. Если тебя никуда не берут, снижать свою цену. А некоторые даже устраиваются бесплатно в крупные компании. И меня за это мнение критиковали в прошлых видео. Но тут получается выбор между заплатить за курсы или получить тот же опыт и получить еще какие-то деньги. Или в крайнем случае не платить самому, а заодно и познакомиться с людьми и обрасти связями. Конечно, в некоторых случаях курсы необходимы, но об этом мы поговорим в конце видео. Продолжим. Блок с ключевыми преимуществами, так называемые листкачи, это такие короткие тексты, они очень удобны для восприятия, их обязательно надо использовать. В данном случае длительный 6 месяцев, онлайн в удобной форме, 5 работ в портфолио, диплом с реальным заказчиком. Тут уже потихоньку пользователи начинают готовить к цене. 6 месяцев звучит внушительно. Тут мне придется раскрыть интригу и сказать, что стоимость этого курса 36 тысяч рублей. И 36 тысяч за 6 месяцев звучит нормально. Но 3000 звучит еще лучше, поэтому в самом конце будет 3 и мелкая подпись «Рассрочка на 12 месяцев». На самом деле длительность курса всего 29 часов. Это включает так называемые бонусные уроки, добавленные для массы. Смотреть онлайн можно в любое время, то есть сразу посмотреть весь курс. Если заниматься каждый день по 6 часов, можно уложиться в 5 дней. Тогда получается 7000 в день. Это уже серьезная инвестиция. Согласись, не так приятно, как 3000 в месяц. Дальше нас продолжают мотивировать. Прямо сейчас 1561 компания ищет UX UI дизайнера со средней зарплатой в 120 тысяч рублей в месяц. Дальше Skillbox сегментирует аудиторию и пишет, чем конкретно может помочь курс каждому сегменту. Это один из подходов UX дизайна – обращаться к конкретной аудитории. Можно просто перечислить аудитории, как здесь, а можно каждый показывать свою версию лендинга. Например, банки стараются определить портрет пользователя и показать ему персональное предложение. Даже если ты нигде не регистрировался и не указывал свои данные, сайт на основе твоего поведения в интернете может предугадать твой возраст, пол, наличие и возраст детей, уровень образования, заработка, твой образ жизни и даже профессию. Дальше очень важный момент. Еще до того, как пользователь узнал цену, надо собрать с него персональные данные, имейл и телефон. Конечно, под это придумывают красивую причину. Обещают выслать что-то бесплатное или, как здесь, получить консультацию и презентацию. Во-первых, какая тут может быть презентация, если и так уже все есть на этом лендинге? Во-вторых, кто тебя будет консультировать? Специалист колл-центра, задача которого продавать? Многие так оставляли свой телефон и ожидали консультацию по выбору курсов, по программе, по преподавателям и хотели уточнить какие-то детали. Но перезвонит тебе специально обученный менеджер, который может дать дополнительную скидку или придумать какие-то персональные условия. Например, большинство курсов не продается без кураторской поддержки, но менеджер по телефону может предложить и такой вариант, естественно, со скидкой. Зарплата менеджера зависит от продаж, поэтому частенько они давят и выходят за все разумные границы. Например, навязывают свою помощь в заполнении реквизитов карты и, соответственно, оплате. То есть работают с возражениями, предлагают дополнительные скидки и просят прямо сейчас перейти на страницу оплаты и заполнить свои данные, то есть уже оплатить. Мне кажется, это слишком. Либо, если речь идет о магазине, менеджер по телефону может предложить сопутствующие товары. Например, самый дешевый магазин Play.ru только на этом и держится. Цены на товар у них самые низкие, а по телефону тебе предложат все, от защитной пленки и карты памяти по 5-кратной цене до страховки и обычного пакетика за 200 рублей. Ну а имейлы нужны для спама. В случае онлайн-образования спам – это интенсивы и вебинары. Единственная их задача – это напомнить о курсах и продать их. Я не знаю, кто придумал это первым, но оказалось, что с живых выступлений идет большая конверсия в покупки. Естественно, что и тут решили упростить и стали их крутить в записи каждый день. А чтобы зритель не ощущал себя одиноко, в комментарии добавляют ботов. Я общался с модераторами подобных чатов и узнал, что на вебинарах, где якобы несколько сот зрителей, живых настоящих пользователей может быть всего несколько человек.
Дальше. Дипломные проекты, преподаватели с красивыми фотками и ваше резюме после обучения. Нарисовано это, конечно, красиво, но я первый раз вижу, чтобы в резюме писали навыки, которым ты вроде как обучился на курсах. Обычно в резюме только название учебного заведения и факультет, а далее места работы. Это главное. Ну и в конце страницы цена и дополнительная мотивация. Старт курса 5 ноября, осталось 15 мест. Эта ничего не значащая фраза создает ощущение, что у курса есть определенная дата начала, которой надо успеть его приобрести, и есть ограничения по местам. А вдруг кончатся места? А вдруг не успеешь оплатить? А следующий курс через полгода? Skillbox хочет, чтобы мы так думали и спешили оплатить, не разобравшись. На самом деле никакой даты старта и количества мест нет. В момент оплаты ты получаешь полный доступ ко всему курсу и можешь посмотреть его сразу прямо сейчас. Конкретно на этом курсе указана финальная цена. Сейчас мы обсуждали базовый курс UX-дизайнер с нуля до про за 36 тысяч рублей. Большие курсы состоят из таких вот недорогих. Если к этому курсу добавить веб-дизайн с нуля, фигму и загадочный курс UX с Майклом Джандой, получится UX-дизайн за 95 тысяч рублей и 12 месяцев обучения. А если к этому еще добавить сервисный дизайн, анимацию интерфейсов и Photoshop, это уже будет профессия UX-UI дизайнер за 120 тысяч рублей и, кстати, те же 12 месяцев. Внимательный зритель уже заметил, что и в базовый курс за 36 уже входит сервисный дизайн и анимация. Наверное, за 120 тебе расскажут о ней немного подробнее, но такой подход к набору тем вызывает вопросы, и многие бы задумались, если бы сразу увидели цену. Следите за руками. Дешевый курс за 36 тысяч. Это 3000 в месяц. Средний за 94 800, это 4309 рублей в месяц за 12 месяцев обучения. Дорогой 120 900, это 3900 в месяц, тоже 12 месяцев обучения, но цена в месяц ниже, чем у среднего, как так? А тут уже идет рассрочка на 3 года, с ценами какая-то белиберда. Меня лично очень раздражает это отсутствие конечной цены. Я все цены беру с агрегатора онлайн-курсов, где по каждой профессии можно посмотреть все предложения от разных школ. Ссылка будет в описании. В отличие от программистов, вся работа UX-дизайнера на виду. Чтобы разобраться в основах этой профессии, достаточно собрать примеры по конкретной теме и понять, как это делают другие. Давай попробуем. На первом же занятии в Skillbox рассказывают о том, что надо поставить себя на место пользователя, понять, что ему прежде всего нужно. И первое же задание – переделать сайт мастерской, где меняют шины. Напиши в комментариях, что должно быть на первом экране этого сайта, какой блок самый важный для такой конторы, особенно осенью. Мне кажется, что многие из вас уже догадались. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!